Я студент университета Туран по специальности радиоэлектроника и телекоммуникации. Мгм. Меня зовут Тесленко Герда, я работаю в анимационной студии Dala Animation уже около года, и до этого я работала дизайнером, то есть мне сейчас 25, в общем, в этой индустрии дизайна и CG я около уже 4 лет. И сейчас занимаюсь активно анимацией и планирую дальше заниматься анимацией и компьютером. Здравствуйте, меня зовут Альхан Байсаров. Я работаю техническим директором в анимационной студии Dala Animation. Занимаюсь этой деятельностью более 10 лет, работал в разных студиях, занимался анимацией мультфильмов, мультсериалов, разработка игр, все такое. Да, смотрю, и, можно сказать, довольно часто. Конечно, сейчас не настолько часто, как раньше, но где-то раз в неделю бывает. Посмотрю что-нибудь, либо сериалы, либо именно полноценный полнометражный «Аватар. Легенда об Аанге». Ага, да. Достаточно популярный мультфильм. Особенно в детстве очень часто смотрел. В основном это очень приятные именно персонажи, то есть они достаточно запоминающиеся истории. То есть, если уж и говорить о мультфильме, первую голову приходит именно это. Вали, например, Pixar, да, или что? Да, пиксаровский. В этом Disney, пиксаровский мультик, потому что там, мне нравится смешение стилей, то, что, например, вот Ева, она такая более современная, такой робот, а Вали, он такой устаревший, такой дизайн у него, он уже как бы постапокалипсис, да, и то есть у них, они не разговаривают, по сути, но благодаря вот каким-то анимации, да, и именно там вообще весь вот этот анимационный мультфильм построен на том, что анимация... Допустим, «Как приручить дракона», первая часть. О, да, хороший. Я, наверное, пересмотрел раз 10, наверное, 15. Вот как раз таки я до этого говорил об анимации и развитии. То есть меня настолько впечатлили технологии, которые были использованы там. Это было пересматривать его одно удовольствие в том плане, что до каких-то вещей ты догадываешься, как они это сделали, удивляешься, вдохновляешься, постановка, освещение. Ну и сама анимация просто была вообще на тот момент. То есть с каждым разом устаревают методы, и постоянно нужно искать что-то новое. Например, если раньше можно было спокойно сказать, типа, вот выйдет такой-то фильм, то сейчас, чтобы привлечь внимание зрителей, надо еще постараться. То есть сказать, что там фильм этот делают такие-то знаменитые люди, там что-то еще вот такое. И каждый раз трейлеры меняются по типу содержания. То есть раньше трейлеры основывались на том, что просто нарезки кадров из фильмов, и это работало. То есть сейчас этим мало чем завлечь зрителей, и нужно использовать что-то более серьезное, то есть какие-нибудь там эффектные кадры с тех же фильмов. Чаще всего бывает, конечно, и так, что в трейлере запихнуть именно все эффектные моменты фильма, и это становится не очень хорошо при самом просмотре отношению ко всему этому.
сейчас живем в век интернета, это очень важно. Именно интернет-маркетинг и вообще соцсети это один из... это по сути это основное, вообще основная реклама для анимации. То есть, по сути, где еще ее показывать? Вся публика, она в основном сейчас в интернете, все в соцсетях. YouTube, Instagram и стримы на YouTube. То есть там изначально, как анимационные крупные студии, они всегда их сотрудники, которые там аниматоры или еще кто-то там, даже преподаватели есть, у каждой студии крупной есть свои преподаватели, они собираются и делают стримы, которые опять-таки на YouTube проходят. Ну да, безусловно. Все это работает на психологии. Как бы вообще, в последнее время мне, конечно, складывается впечатление, все-таки я об этом скажу, что есть некоторое навязывание во многих проектах, фильмах, которые нам рекламируют. Но я считаю, что должно быть хотя бы иллюзия свободного